Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube. И сегодня, в преддверии американских выборов, я бы хотела поговорить немножко об экономике, потому что, как показывают опросы, инфляция — это то, что в первую очередь волнует людей в этой стране. И довольно часто люди принимают решения о выборе той или иной политической партии с точки зрения, какая партия будет лучше для экономики. В 2016-2020 году Трамп шел на выборы с лозунгом «Make America Great Again». И я хотела бы немножко сегодня поговорить о том, что такое «Make America Great Again», что подразумевается под этим, и почему, во-первых, это невозможно, и никакая партия, никакой президент не сможет этого сделать, не сможет вернуть Америку туда, где она была в 70-е, 80-е годы, как раз когда считается вот этот период, когда Америка была great. Это во-первых. А во-вторых, немножко поговорить об экономической политике Трампа на тот срок, когда он был президентом 2016-2020 года, потому что мой круг общения, мои коллеги, мои знакомые — это в основном люди либеральных демократических взглядов, которые скорее придерживаются политики демократов с точки зрения социального обеспечения, с точки зрения личных свобод, с точки зрения поддержки каких-то меньшинств, с точки зрения права женщины на аборт и прочего. Но все равно большое количество этих людей до сих пор считает, что экономика Америки была лучше при Трампе, и это фактически неверно. Я хотела бы немножко поговорить об этом тоже в конце этого видео. Итак, что такое Make America Great Again? Что такое, когда Америка была great, и чем это отличается от того, где мы сейчас? Очень наглядно это иллюстрируется с точки зрения цен на недвижимость и возможности людей позволить себе эту недвижимость. То есть соотношение цены на недвижимость и средних зарплат, которые люди зарабатывали. И если мы посмотрим на график, в 70-х, 80-х годах средняя цена недвижимости в Америке была равна примерно 5x медианных зарплат людей. Сейчас этот показатель 7-8x. Рост этот обусловлен тем, что цена на недвижимость растет в этой стране намного быстрее, точнее, росла в этой стране намного быстрее, чем росли зарплаты. И на самом деле мне стало интересно, и я прикинула примерно по Сиэтлу, то есть это цифры, которые довольно часто используются прессой, и я хотела их проверить на реальных цифрах. То есть, что, допустим, в Сиэтле составляет медианная зарплата, какое жилье этот человек может купить, какое жилье подходит под соотношение 7-8x средних зарплат, потому что в разных местах по стране это может быть очень по-разному. И для начала я решила просто проверить это утверждение насчет 7-8x средних зарплат. На данный момент сходится ли это с тем, что происходит у нас на местности в Сиэтле. Потому что на самом деле цены на недвижимость могут разительно различаться в разных местах Америки, в зависимости от того, какой это штат, какой это город, сколько там работы, насколько эта недвижимость удаленная от города и прочее. Вот. И медианные зарплаты также могут отличаться. Они спокойно могут отличаться в 2 и больше раза в зависимости от штата. И Google Gemini, гугловский AI, говорит мне о том, что средняя зарплата на household, это на семью, то есть в данный момент это в среднем на 2 работающих людей, составляет 147 890 тысяч долларов в год. Это зарплата среднего класса, тогда как нижний средний класс — это 74 тысячи долларов в год, высокий средний класс — это 221 тысяча долларов в год. Это звучит похоже на правду, потому что это зарплата на то, что называется household, то есть на семью, и чаще всего работает сейчас в семье 2 человека. Я могу вам сказать, примерная айтишная зарплата начинается от 80 тысяч долларов в год и может быть спокойно быть 100-150. Если это девелопер, то она спокойно может быть за 200 тысяч долларов в год на одного человека, но это уже не средний класс, это уже выше. Не айтишная зарплата может составлять от 50 до 100 тысяч долларов в год.
Если это не айтишная профессия в IT-компании, допустим, в Амазоне, тоже спокойно может быть больше 100 тысяч долларов в год. Ну, то есть, если мы говорим, что средняя зарплата среднего класса 148 тысяч долларов в год, то есть это, грубо говоря, по 75 тысяч на человека, и это абсолютно нормальные зарплаты для не-айтишников. То есть мне в это очень спокойно верится. Я помню, что когда мы только приезжали сюда, и мы думали, что первое время нам придется работать на survival job, и мы примерно оценивали, сколько мы сможем зарабатывать, сможем ли мы покрывать свои расходы. Мы рассчитывали, что бариста в Старбаксе, это был наш такой прокси для survival job, может зарабатывать 40 тысяч долларов в год. То есть 2 бариста в Старбаксе заработают 80 тысяч долларов в год. Ну, то есть это сильно меньше, почти в 2 раза меньше, чем средняя зарплата среднего класса на household. Но вот это просто для сравнения, для понимания. Кому интересно, я оставлю здесь ссылочку на видео, где я разбирала средние зарплаты по разным профессиям. Есть американский государственный сайт, где вы можете найти прям свою профессию, очень подробный, очень много профессий там представлено, вы можете найти среднюю зарплату по стране для вашей профессии и по каждому конкретному месту. Если интересно, переходите по ссылке. Итак, допустим, средняя зарплата по Сиэтлу – это 148 тысяч долларов в год. На семью, еще раз повторюсь. 7-8х от этого получается где-то от миллиона до 1 180 000 долларов. Это приличная сумма. Это не будет самый крутой дом. Это не будет дом в самом крутом месте. Но это очень неплохой, обычно 4-комнатный дом в непафосных районах или 2-3-комнатный дом или таунхаус в достаточно пафосных районах, там, где вы, допустим, можете пешком ходить до центра Сиэтла, там, допустим, 10-15 минут пешком до амазоновского офиса. Вот в таком месте как раз будет стоить 2-3-комнатный таунхаус от 1 миллиона до 1 800 000. Я покажу примерно картинки. Вот сейчас мы смотрим на район Куинен. Район Куинен – это очень хороший район. Как вы видите, рядом находится озеро, это озеро Lake Union, и рядом находится район South Lake Union. Это район, где расположены большинство амазоновских офисов, офисов Google и других больших техкомпаний. То есть отсюда где-то, наверное, минут 15 пешком до амазоновских офисов. Ну и давайте посмотрим, что здесь есть. Вот, допустим, что это такое. Это таунхаус за 1 030 000 долларов. И чего здесь нету? Это дополнительная квартплата, которую вы можете платить чаще всего в квартирах за дополнительные фишки, которые они предоставляют, какие-то общие зоны, спортзалы и так далее. И иногда в таунхаузах тоже за то, что у них есть то, что называется Home Ownership Association, который помогает вам с ремонтом, помогает вам договариваться и так далее, но вот здесь нет HOA. Это, кстати, довольно большая редкость для таунхаусов. Давайте посмотрим, что это за таунхаус. Очень классный, кстати, с видом на озеро, с уличной террасой. Это, получается, у каждого таунхауса своя уличная терраса, но вот она разграничена довольно низкими перилами. То есть получается, что, скорее всего, соседи друг друга видят, когда они находятся на террасе. Но давайте посмотрим ремонт. Ремонт очень неплохой. Это абсолютно новый таунхаус. Скорее всего, первый раз продается 2023 года постройки. Ну да, очень симпатично. Кстати, даже на удивление... нет, я думала, на удивление нет ковролина, потому что американцы очень любят ковролин. Но нет, скорее всего, на первом этаже нет ковролина, а на втором он уже есть. Да, вот такой вид с террасы, вид на башню Space Needle. Ну, собственно, да, очень классный район. Паркинга нету, паркинг на улице, гаража в смысле здесь нету. И что это? 3 спальни, 2 ванные комнаты. Но район действительно очень классный. Сейчас покажу вам. Вот, Walk Score 78, Transit Score это автобусы 74, Bike Score 80 из 100. И неплохие школы, ну, на 6 это такие средние elementary и middle school, зато очень крутая high school 9 из 10. Это бесплатные государственные школы.
Так, что еще здесь есть? Вот есть, допустим, за 1 150 000. Это квартира, это старинный дом 1920 года постройки, реновированный. И здесь уже, вот можете посмотреть, $2416 в месяц. Это квартплата, которую вы платите сверх того, что вы платите за электричество, газ, вывоз мусора и так далее. Это то, что вы платите просто за пользованием услугами этого дома. Ну и давайте посмотрим, что это за квартира. Квартира 2 спальни и 2 ванные комнаты, но довольно классная планировка. Здесь вот еще какой-то лофтового типа есть второй этаж. Ну да, симпатичный ремонт, реновированная квартира. Очень классный район. Там рядом находится Керри Парк, с которого открываются виды на центр, на даунтаун Сиэтла, поэтому еще так дорого стоит. Единственное, там довольно много людей постоянно толпится из-за того, что этот парк очень популярный. Но да, вот такой вот старинный дом. Что еще мы здесь можем себе позволить? Это уже Uptown. Это, скорее всего, будет с видом на залив. И тоже квартира. Это уже... Кстати, я думала, новый дом. Нет, совсем не новый. 63-го года постройки и 1200. В 2 раза меньше квартплата, но все равно прилично. То есть это то, что вы платите, несмотря на то, что вы владелец дома, вы платите эту сумму каждый месяц за ремонт дома и также за пользование всем тем, что здесь есть. Ну вот это уже выглядит как такое элитное жилье, такая планировка, огромная общая комната, очень крутая кухня, по крайней мере с виду. Не очень большая спальная комната, но да, огромные гардеробные. Вот, в принципе, и все. Вот показывается, где в этом доме находится эта квартира. Теперь давайте посмотрим, смогут ли вообще позволить себе люди, которые зарабатывают $148 000 в год, вот этот дом, который в 7-8 раз выше их среднегодовой зарплаты. Короткий ответ – не смогут. Длинный ответ – почему? То есть $148 000 в год – это примерно 12-300 тысяч долларов в месяц. Если посчитать примерный налог, который это платят эти люди, я оставлю вам здесь табличку, на руках после налога у них останется 10-200 примерно тысяч долларов в месяц. Теперь ипотечный платеж. Здесь очень жесткие есть правила по ипотечным платежам. Ипотечный платеж должен составлять не более 40% от заработной платы до вычета налогов. То есть 12-300 тысяч долларов в год у них было до налогов, умножить на 40%, максимальный платеж по кредиту, который им сможет одобрить банк, будет $4900 в месяц. Сколько у них останется на руках после этого платежа? То есть 10-200 у них было после налогов, минус 4900, останется $5300 в месяц. Ну вот это неплохая сумма, это нормальная сумма. Если люди, особенно с детьми, это не то чтобы прям разгуляешься, здесь довольно дорого. И опять же, я примерные выкладки показывала вот в этом видео, которое я оставлю здесь. Вы можете посмотреть, сколько уходит на человека, на семью в Сиэтле. Короткий ответ: на эти деньги люди смогут себе позволить, в принципе, нормальную жизнь, особенно без детей. Теперь, сколько эти люди будут платить за ипотеку, допустим, если они покупают дом за 1 100 000, такая средняя сумма, да, то есть 7,5 их годовых зарплат. Ипотечный калькулятор, сайт Zillow показывает недвижимость, и также вы можете использовать их ипотечный калькулятор, чтобы посчитать, сколько будет месячный платеж при нынешних процентных ставках на тот или иной дом. Он будет закладывать туда и налоги на недвижимость, и страховку по ипотеке, если она нужна в этом случае. То есть он посчитает вам конкретную сумму. И платеж будет зависеть от даунпеймента, который люди внесут. Минимальный даунпеймент здесь, по-моему, составляет 3,5, но не все кредиты разрешат вам 3,5, поэтому такой нормальный минимальный изначальный платеж здесь считается 5%.
Если эти люди вносят 5% стоимости недвижимости вперед, то в месяц они должны платить $10 500. Напомню, что у людей на руках после налогов остается 10 200. То есть не то, что им банк не сможет дать ипотеку, у них просто их зарплат не хватит на то, чтобы выплачивать один вот этот месячный платеж. Почему так много? Потому что, во-первых, сейчас довольно высокие процентные ставки. На данный момент процентная ставка где-то 7,6% годовых. Оставлю здесь конкретную сумму на сегодняшний день. Если что, я снимаю это в июле 2024 года. И плюс, если вы вносите меньше 20% первоначального взноса, то вдобавок еще платится страхование ипотеки. И это, наверное, где-то в этом платеже будет около 600, может быть, чуть больше долларов в месяц. Это только страхование ипотеки. Например, если эти люди внесут 20% первоначального взноса, то у них, соответственно, будет меньше ипотечный платеж, и у них не будет страхования по ипотеке. И вот за дом на 1 100 000 при 20% первоначального платежа месячный платеж будет 7 500. Это лучше, но, опять же, эту сумму этим людям просто не одобрит банк. Потому что, как мы уже говорили, максимальная сумма, которую могут одобрить, это 4 900 в месяц. Что же тогда эти люди смогут себе купить? Опять же, я посмотрела, примерно прикинула. Скорее всего, эти люди могут довольно нормально позволить себе дом за где-то до 750 тысяч долларов. То есть это 5х их годовых зарплат. Это, наверное, примерно будет максимум трехкомнатный таунхаус в районах чуть-чуть подальше от центра Сиэтла, немножко изолированных. Ну вот, допустим, в нашем Вест-Сиэтле как раз за такую сумму можно купить 2-3-комнатный таунхаус. Или у нас где-то, наверное, 15-20 минут на автомобиле до центра Сиэтла. Также за эту сумму можно себе позволить 2-комнатный дом, но он, скорее всего, будет довольно старый, и, возможно, это будет район чуть более удаленный от центра Сиэтла, чем наш район. Хотя в нашем районе, наверное, старый дом тоже можно найти за эту сумму. Я оставлю здесь примеры. Вот район Куинен, пафосный, который мы уже смотрели. Что мы здесь можем за эти деньги купить? Ну вот кондо за 700 тысяч, 2 спальни, 2 ванные комнаты, практически $1000 HOA. А как она выглядит? Ну, выглядит она уже не как элитное жилье, то есть это уже абсолютно обычная квартира за такие деньги. Ну и вот такие квартиры в Сиэтле тоже есть, но их на самом деле мало. И гаражное место, возможно, кстати, даже 2 раз их показывают здесь вместе. Ну да, вот такой вот ничем не примечательный домик. Что еще здесь может быть? О, кстати, даже рядом с амазоновскими офисами что-то есть. Тоже квартира. Да, это уже новый кондоминиум 2009 года постройки, $740 квартплата, но здесь всего 1 спальня. Но дом, кстати, неплохой. Выглядит все классно, ново. Выглядит все классно, ново. Вот здесь тоже такого лофтового типа 2-й этаж есть. Но да, площадь очень маленькая, всего 1 спальня. И вот такой закуток уличный. Парковка для байков, да. И вот это прям рядом, кстати, с амазоновским офисом. Итак, сколько будет ипотечный платеж? При первоначальном взносе 5% сумма ежемесячного платежа будет $5500. При взносе в 20% сумма будет $4500. Ну, то есть, как мы говорили, им одобрят до $4900. То есть, если они внесут чуть побольше, чем 5%, там 10-15, они смогут себе позволить этот дом. Если у них не так много первоначального платежа, ну, скорее всего, им придется выбирать недвижимость подешевле. При этом аренда такого же жилья, то есть 2-3-комнатного таунхауса или более старого 2-комнатного дома, будет стоить, ну, наверное, около $3-3,5 тысяч в месяц. Ну, то есть где-то на 1500-2 тысячи меньше, чем бы они отдавали за него в ипотеку. И на самом деле многие люди из-за этого выбирают арендовать, а не покупать, потому что, да,
значительно дешевле будет в моменте арендовать. Понятно, что если вы думаете, что цена недвижки вырастет, и если вы собираетесь долго жить на этом месте, то, возможно, имеет смысл купить. Но, во-первых, мы не всегда можем ожидать, что цены на недвижимость вырастут быстро. То есть, там, если мы смотрим на 5-10 или даже больше лет вперед, скорее всего, они вырастут. И, скорее всего, в какой-то момент цена месячного платежа, который будет для вас зафиксирован, сравняется с ценой аренды. Но население здесь довольно мобильное, то есть люди любят переезжать, люди любят жить в разных местах, люди могут переезжать, когда им, допустим, предложили работу в другом штате. Очень многие люди здесь на это соглашаются, то есть я вижу очень много моих коллег, которые пожили там в 4, в 5, в 6 штатах в течение своей жизни, вот так перемещаясь, там где-то они учились, где-то они ходили в школу, где-то они работали в одной компании, потом они переехали с другой компании и так далее. То есть это очень здесь стандартная история. Ну и потому что, когда вы покупаете недвижку, там помимо вот этого ежемесячного взноса и так далее, вы платите комиссии риэлтору, покупателя, риэлтору, продавца. Затем вам нужно следить за этим домом. Допустим, когда вы снимаете за домом, следит хозяин, у вас появляется довольно много дополнительных хлопот, и многие молодые люди просто не хотят в это все впрягаться. Вот примерно такие мои собственные выкладки по Сиэтлу, но также я посмотрела отчет Гарвардского центра изучения недвижимости. Этот отчет за 2022 год. Они говорят, что на тот момент, на 2022 год, средняя стоимость покупки недвижимости составляла 5,6х от годовой зарплаты людей, которые эту недвижимость покупали. Ну, то есть, да, я вам говорила, что в данный момент в Сиэтле семья сможет позволить недвижимость, которая примерно 5х годовых зарплат. Здесь было 5,6, потому что в 2022 году еще были значительно более низкие процентные ставки. В начале 2022 года процентные ставки могли быть ниже 3% годовых. И в течение всего ковида эти процентные ставки держались очень низкими. И вот да, начало 2022 года, это как раз когда начали резко повышать процентные ставки. Мы купили свое жилье в середине 2022 года, и мы взяли его под 4,4% годовых. Причем это был еще такой скидочный процент, когда мы предоплатили, по-моему, 1,5% от стоимости нашей недвижимости за то, чтобы нам понизили процент, потому что другие банки на тот момент или другие кредиты нам предлагали где-то под 5,5% годовых уже. К концу 2022 года процентная ставка выросла вот примерно до того значения, на котором она находится сейчас, то есть где-то до 7 или больше процентов годовых. При этом тот же самый Гарвардский центр изучения недвижимости пишет, что на 2019 год средняя стоимость покупки недвижимости составляла 4,1х средней зарплаты людей. Почему такой большой рост? И действительно, мы можем видеть очень резкий рост недвижимости за вот эти ковидные годы. Почему это произошло? Потому что, во-первых, очень сильно понизили процентные ставки. Во-вторых, людям выплатили суммы помощи от государства в ковид, и эти суммы выплатили всем людям, независимо от того, нуждались они или нет, и люди, которые, допустим, не нуждались, они могли отложить эти суммы и потом вложить их в первоначальный взнос ипотечного платежа. И, в-третьих, сильно замедлило строительство. То есть здесь и так невысокие темпы строительства, я немножко позже объясню почему. Но в ковид очень большое количество строительных проектов просто прекратилось. И вот сейчас я вам покажу карты, американскую карту интерактивную от того же Гарвардского центра изучения недвижимости, которая показывает соотношение, опять же, стоимости недвижимости и средних зарплат в разных штатах, в разных городах в разный период времени. Если мы посмотрим на 1980 год, это вот как раз то время, когда Америка была great, вы можете увидеть, что практически везде средняя стоимость недвижимости была меньше 4х средних годовых зарплат людей. Практически вся страна попадает вот в эту категорию от 3 до 4х средних годовых зарплат. В некоторых местах Калифорнии было 4-5х,
и очень-очень мало мест, где больше 5х годовых зарплат стоила недвижка. Вы можете посмотреть еще на 2019 год. А теперь посмотрите на 2022 год. В большом количестве мест Калифорнии, в самых популярных местах Калифорнии, недвижка стоит 10х годовых зарплат. Ну, то есть очень сложно представить себе человека, который может себе это позволить. То есть, скорее всего, даже высокий средний класс не сможет себе позволить недвижку в этих местах. При этом категорию 5-8х годовых зарплат мы можем видеть практически по всей стране. Несмотря на это, остаются еще в США места, где недвижка стоит 3-4х годовых зарплат. Это в основном центр страны, но на самом деле это довольно сельская местность чаще всего, и это местность, где не очень много работы. И еще один небольшой пример. Когда я делала видео про средние зарплаты в США, один из моих подписчиков написал свой собственный личный пример, что он приехал в США в 1997 году, и он говорил, что его первая зарплата на тот момент была $50 тысяч в год плюс бонусы за успешный проект. То есть в общей сложности эта зарплата составляла около $70 тысяч в год, тогда как медианная зарплата на тот момент составляла 40 тысяч. И мне стало интересно тоже, насколько выросли зарплаты с тех пор, и насколько выросла аренда, насколько выросла покупка недвижимости. И вы можете видеть цифры. Медианная зарплата была примерно так же, как вот сказал мой подписчик, $37 тысяч в год на 97 год. На 2024 год медианная зарплата по всей стране по Америке составляет 67 500. За эти 27 лет выросла она в 1,8 раз, на 82%, то бишь. Тогда как в 1997 году средняя стоимость жилья составляла 156 тысяч долларов, сейчас она составляет 428 тысяч долларов. То есть недвижимость выросла в 2,7 раз. Как вы можете видеть, да, то есть зарплаты выросли в 2 раза, недвижимость выросла в 3 раза. При этом я посмотрела еще, насколько выросла аренда. Аренда выросла примерно так же, как и зарплаты, причем даже немножко медленнее, в 1,7 раз. То есть на 97 год средняя аренда составляла $700, сейчас она составляет $1200. Исходя из этого, неудивительно, что люди не хотят покупать недвижимость, они хотят арендовать, потому что аренда действительно растет вместе с зарплатами, тогда как недвижимость, стоимость покупки недвижимости растет намного быстрее. И теперь, когда у вас есть все цифры, когда мы проверили, что они реалистичные, давайте посмотрим, почему это случилось, почему так резко упала возможность людей позволить себе недвижимость, и можно ли с помощью экономической политики того или иного президента этот процесс обратить. Первая причина, по которой так произошло, это долгие периоды низких процентных ставок. И на самом деле, когда я посмотрела на график процентной ставки, средней процентной ставки по ипотеке, я сама удивилась. В 1970-х годах средняя процентная ставка составляла 8-9%. То есть, допустим, сейчас у нас, я говорила, 7,6 примерно процентов, ниже, чем она была в 70-х годах, и нам кажется сейчас, что это ужасно высокая процентная ставка, которая делает покупку недвижимости практически запретительной. То есть мы на самом деле дружим с нашей риэлтором, которая помогала нам покупать наш собственный дом. И она говорит, что сейчас очень маленькое предложение на рынке жилья вторичного, потому что люди боятся продавать. А почему они боятся продавать? Потому что люди здесь обычно продают, чтобы купить себе что-то другое, какое-то другое жилье. Либо они хотят переехать в жилье побольше, допустим, у них выросла семья, либо, если это пенсионеры, они, наоборот, продают свое жилье, переезжают куда-то подешевле, и на остаток денег, которые они выручили со сделки продажи недвижимости, на эти деньги они живут. И сейчас люди боятся это делать, те люди, у которых нету просто суммы денег на руках, чтобы пойти и купить недвижимость, те люди,
которым нужна ипотека, они боятся продавать свою недвижимость, потому что они купили ее под низкие процентные ставки, а если они будут покупать себе новую недвижимость, им придется уже брать ее под намного более высокие процентные ставки. И они не уверены, что вся эта сделка по размену недвижимости на какой-то домик получше будет выгодна, что они сильно много выиграют от этого. Так вот, в 70-х годах средняя ставка по ипотеке была 8-9%. В 80-х годах ставка резко выросла до 10-15%. В 90-х годах ставка снизилась до 7-8%, до того уровня, на котором ставка находится сейчас. И затем она постепенно снижалась. В 2000-х это было 5-7%. В 2010-х это было 3, где-то до 4,5%. И вот 2021-2022 год – это года, когда можно было меньше, чем под 3% взять ипотеку. Вот как раз вот этот период ковидной льготной ипотеки. Ну и вопрос, вероятно ли, что процентная ставка вырастет обратно под 10%, какой она была, допустим, в 70-е годы. Думаю, очень маловероятно, потому что даже сейчас вот эта вот процентная ставка под 8% считается антикризисной мерой. То есть Федеральная резервная система увеличила процентные ставки, чтобы бороться с предполагаемой рецессией. И сейчас все разговоры идут о том, что вроде как экономика Америки стабилизировалась, и процентную ставку должны обратно понижать. То есть сейчас, мне кажется, что если правительство скажет, что они хотят еще повышать процентную ставку, во-первых, это будет максимально непопулярная мера, потому что помимо ипотеки процентные ставки влияют и в принципе на экономику, допустим, на проценты, под которые компании берут кредиты и так далее. Во-вторых, это решение, которое принимает Федеральная резервная система, а не президент или парламент. Вторая причина – это налоговые льготы. Это вычеты из налогов за счет процентов, которые вы платите по ипотеке. То есть вот мы, кстати, в этом году, когда я заполняла наши налоги на этот год, мы этим воспользовались, были очень рады. То есть все деньги, которые вы платите как проценты по ипотеке и как налоги на недвижимость, вы можете вычитать из своего дохода как налогонеоблагаемый расход. Поэтому, соответственно, у вас уменьшается количество денег, с которых вы платите налог. Получается, что вы платите меньше налога. И вот это уже то, что правительство может регулировать, но опять же давайте подумаем, будут ли довольны люди, если им скажут, что им отменяют какие-то налоговые вычеты, к которым они уже привыкли, которыми они пользуются и так далее. Думаю, нет, не очень. Третье – это ограниченное предложение жилья на рынке американском. И, понятно, оно было максимально ограничено во время ковида, когда просто замораживались стройки. Но на самом деле, в принципе, в популярных особенно местах, там, где много работы, там, где люди хотят жить, с одной стороны, там есть довольно жесткие нормы по строительству, по тому, где можно строить, по тому, сколько можно строить, по тому, с каких материалов можно строить. Это ограничивает, с одной стороны, строительство, с другой стороны, повышает цены, себестоимость строительства жилья. А также здесь есть такая вещь, как зонирование. Это то, что очень не нравится многим людям, что в некоторых районах запрещено строить высотные дома, выше там какого-то определенного количества этажей, а в некоторых районах запрещено строить дома больше, чем на одну семью. То есть здесь действительно есть довольно большие районы, где только частные дома. И правительство иногда пытается вывести эти районы из зоны частных домов и, допустим, разрешить там строить таунхаусы. Ну, как вы понимаете, таунхаусов на определенную площадь можно построить больше и поселить там людей больше. И, соответственно, увеличить доступность жилья. Но люди, которые живут там в частных домах, особенно если это такие крутые пафосные районы, очень сильно активно сопротивляются этому, и поэтому это идет постоянная война. Вот, допустим, в Сиэтле мы это видим, постоянная война между государственными властями, которые пытаются вывести как можно больше районов из зонинга, и жителями, собственно, этих районов. Иногда успешная для властей, иногда неуспешная.
Опять же, власти пытаются это контролировать, но не всегда у них получается. И на самом деле с этим борются больше демократические власти, где вот как раз закос на социальную доступность. Четвертое – это прирост населения. Население Америки постоянно растет. И в том числе оно растет за счет иммигрантов. Я могу оставить здесь примерный график. Сейчас население Америки около 330 миллионов. И особенно в привлекательных районах, там, где есть работа, цены на недвижимость могут расти очень быстро, потому что туда могут приезжать люди из других мест внутри страны или вне страны. То есть мы можем видеть, как довольно быстро цены на недвижимость выросли, опять же, за ковид в Техасе и Флориде, потому что это места, которые были изначально дешевые, но ковид позволил людям работать удаленно, поэтому им уже не так важно было жить рядом со своей работой, и люди переезжали туда, где подешевле, повышался спрос, росли цены на недвижимость. Это было, допустим, во Флориде, а в Техасе в дополнение к этому еще компании начали строить свои технопарки, офисы, и это еще более увеличило приток людей. Ну, допустим, в Остине, Техасе Amazon построил один из своих хабов. Я недавно там была в командировке, и вот люди, которые там живут, говорят, там 5-10 лет назад доступность жилья была абсолютно несравнимой там с тем, что происходит сейчас. Пятое, последнее, это институциональные инвесторы, то есть в какой-то момент в недвижимость стали инвестировать не только люди, то есть люди, которые просто покупают себе жилье для того, чтобы в нем жить, но также и люди, которые стали использовать недвижимость как инвестицию, то есть они, допустим, уже имеют свой собственный дом, но они покупают второй или третий, и их сдают, и таким образом обеспечивают себе пассивный доход. Но также в недвижимость стали инвестировать и институциональные инвесторы. Здесь это называется mortgage-based securities, то есть это ценные бумаги, которые обеспечены ипотеками, которые берут агентства, которые, допустим, покупают недвижимость и ее сдают. Люди, вкладчики фондов могут покупать, вот, соответственно, эти ценные бумаги. Я посмотрела, mortgage-based securities как понятие возникло еще в 70-х годах, то есть это довольно старая вещь, но масштабы были абсолютно не такие. Я не смогла найти графика от 70-х годов, но я нашла график от 2000-х годов, который показывает, сколько составляли вот как раз эти mortgage-based securities и сколько составлял общий долг домохозяйств в ипотеке. Вот, допустим, в 2000 году mortgage-based securities были менее 2 триллионов долларов, общий долг домохозяйств в ипотеке был около 8, чуть меньше 8 триллионов долларов. Ну, то есть в 4 раза меньше было в mortgage-based securities, чем в реальных ипотеках домохозяйств. То вот на сейчас, насколько я понимаю, это, скорее всего, 2022 год или 2023, mortgage-based securities составляют 9,1 триллиона долларов, то есть они выросли в 4,5 раза, а общий долг домохозяйств в ипотеке 14 триллионов. То есть он вырос меньше, чем в 2 раза за это время. И разница между ними двумя сейчас составляет меньше 2 раз. То есть она была в 4 раза больше, ипотеки домохозяйств сейчас это меньше, чем в 2 раза. Опять же, чем больше спрос, в том числе вот такой спекулятивный институциональный спрос, тем выше стоимость недвижимости. Может ли государство запретить это делать? Нет, не может. И более того, опять же, если они захотят это сделать, это будет непопулярная мера. То есть, как мы можем видеть, на рост недвижимости государство практически не может никак повлиять. Единственное, на что может повлиять государство, это, наверное, на зарплаты и создание рабочих мест. Почему зарплаты растут медленнее, чем растет стоимость недвижимости? Ну и здесь, наверное, самый главный фактор в том, что глобализация ведет к тому, что часть рабочих мест выводится в другие страны, где это дешевле, какие-то товары начинают производиться в других странах и импортироваться, потому что это дешевле, чем производить здесь, где очень высокие заработные платы.
И в то же время снижение инвестиций компаний внутри своей страны тоже приводит к уменьшению количества рабочих мест и более медленному росту зарплат. И вот это то, на что государство может так или иначе повлиять. Например, государство может создавать больше рабочих мест здесь, то есть вести такую протекционистскую политику, что мы будем производить товары здесь, на местах, даже, допустим, пускай это будет дороже, но мы, допустим, думаем, что они более лучшего качества, и мы хотим увеличивать количество рабочих мест. Так или иначе, такую политику ведут обе партии, демократическая и республиканская, но на самом деле сильно повлиять они здесь не могут, потому что мир глобализован, очень большое количество товаров закупается, импортируется, Америка старается производить больше здесь, и я вижу, что в эту сторону мы движемся, но, опять же, большое количество товаров все равно, допустим, оно производится до конечного состояния здесь, но материалы все равно приходят из-за рубежа, и глобализация – это такая вещь, с которой можно бороться, но до определенной меры. Что еще может делать государство? Это увеличивать инвестиции. И, например, инфраструктурный проект, который провели демократы в момент президентства Байдена, это вот один из таких проектов, который на долгое время, это десятилетняя программа, там около $1 триллиона вкладывает федеральное правительство каждый год, и штаты докладывают. Это то, что действительно создает рабочие места, это то, что делает более привлекательными какие-то другие, более удаленные места, да, то есть делает более удобным логистику из каких-то районов, которые, допустим, не имели достаточной инфраструктуры до этого, чтобы добираться в город и работать там. Это может спокойно увеличить количество строительства, которое будет происходить после этого в этих конкретных районах. Что еще государство может сделать, это понизить налоги. И это, например, то, как раз, что предлагает Трамп и республиканская партия. Они предлагают понижать налоги корпорациям. И идея здесь в том, что когда уменьшаются налоги, у корпорации остается больше на руках денег, и они могут эти деньги инвестировать в какие-то проекты. Да, и считается, что, допустим, когда корпорации инвестируют, это может быть даже более эффективно, чем когда государство инвестирует. Ну, потому что на государство не действует закон спроса и предложения, да, государство просто вкладывает деньги туда, куда оно считает нужным. И, допустим, у государства нету потребителя, ну, теоретически есть, но прямого потребителя нет, который, допустим, просто перестал бы пользоваться продуктом, произведенным государством, если этот продукт ему не понравился. А вот корпорации как раз очень четко чувствуют на себе вот этот вот закон спроса и предложения, когда, если товар плохой, его просто не покупают. И это то, что было сделано. В президентстве Трампа был понижен корпоративный налог, и это привело к резкому росту индекса S&P, индекса акций. И люди и некоторые аналитики используют этот индекс как показатель здоровой экономики. То есть S&P растет, значит, в экономике все хорошо. На самом деле это не всегда так, потому что проблема здесь в чем? Налоги корпорациям были снижены. Но важно понимать, куда корпорации использовали эти деньги, которые они получили от сниженных налогов. Если они использовали их в инвестиции, в исследования, в то, что в будущем приведет к созданию новых классных товаров, которые будут покупать люди, это приведет к созданию рабочих мест, это приведет к росту экономики и прочее. Но компании сделали не так. Большинство компаний вложили эти деньги в то, что они скупили свои собственные акции. Почему они так сделали? Видимо, потому что у компании не было хороших идей для инвестиций на тот момент. И это действительно большая проблема, когда экономика монополизируется, когда на рынке доминируют большие компании, в какой-то момент начинают замедляться инновации. И поэтому компании, которые получают свободные деньги и не знают, куда их инвестировать, они скупают свои собственные акции. Когда компании покупают свои собственные акции, увеличивается, соответственно, спрос на акции, цена акций растет, и, соответственно, индексы тоже растут. Это вот то, что вы видите. Почему компаниям хочется покупать свои собственные акции? Потому что, с одной стороны, это выгодно менеджменту компаний. В большинстве
компаний менеджмент и сотрудники, в том числе сотрудники меньше, менеджмент больше, владеют акциями. То есть, допустим, я как сотрудник Амазона тоже имею акции, которые мне выплачиваются там в соответствии с определенным расписанием как дополнение к моей зарплате. У меня сейчас часть, которая мне платится акциями, чуть меньше, чем часть, которую я получаю просто наличными как зарплату, но чем выше менеджмент, тем больший процент от своих зарплат они получают акциями. Ну и, наверное, уже с уровня senior manager или с уровня senior developer у людей большая часть их зарплаты в акциях. Поэтому сотрудникам компаний очень выгодно, чтобы акции росли. Поэтому решение о скупке акций принимает менеджмент компании, соответственно, они сами в этом и выигрывают. А также выигрывают их вкладчики, то есть те люди, которые владеют акциями этих компаний. Здесь на самом деле довольно большое количество людей в Америке так или иначе владеют акциями компаний, то есть напрямую прям покупают и продают акции на рынке где-то, наверное, около 20% людей, владеют акциями, допустим, через фонды, в том числе пенсионные фонды, около 80% людей. То есть на самом деле так или иначе от этого выигрывает все население в кратком сроке, но на долгий срок вот именно вот это будущее развитие экономики, будущие рабочие места таким образом не создаются, и поэтому это не создает перспектив роста заработных плат в будущем. В то же время я могу сказать, что от снижения корпоративного налога могут немножко страдать маленькие компании и стартапы. Они не то чтобы страдают, но они проигрывают пропорционально относительно больших компаний, потому что большие компании, они генерят прибыль, и, соответственно, на эту прибыль им снижается налог. Маленькие компании в течение какого-то первых лет своей работы, они не генерят прибыль. То есть, допустим, налог с прибыли они не будут платить в любом случае. Тогда как все остальные налоги, например, налог на заработную плату, они платят, и эти налоги никто не собирается снижать. И таким образом получается, что бенефит от того, что снижаются корпоративные налоги, получают только большие компании. А маленькие компании, которые как раз могли бы инвестировать, которые как раз могли бы генерить какие-то классные новые инновационные идеи, они не получают этого бенефита. На этом, наверное, на сегодня все. Я хотела сегодня вам дать информацию, выводы из них вы можете делать сами. Но если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, я с удовольствием со всеми общаюсь. Если вам есть что сказать по этой теме, тоже обязательно пишите, мне очень интересно. Я часто узнаю новые факты, неожиданные от своих подписчиков. Это очень классно, это то, что меня заряжает и мотивирует. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся на следующей неделе. Пока-пока!